Друзья, привет! Югус СК1, Югус АМ8 и 8 Pro, а также Югус АМ5 и Югус X5M наконец-то получают обновление на Android 14. Вот, пожалуйста, у меня есть вот такой вот красавчик Югус СК1. Я его уже для себя обновил, но, в принципе, сегодня мы с вами обсудим, стоит это делать или стоит подождать следующей уже прошивочки по воздуху, которая прилетит, потому что, да, вы не ослышались, первая прошивочка будет через провод, потому что Android 11 и Android 14, ну, слишком разные, и перепрошить без потери данных не получится. Но обо всем этом в нашем обзорчике на канале Технозон. Поехали. Но стоп, перед этим, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. И начнем с того, что вы сейчас видите Югус на 14 андроиде. Вот он, пожалуйста, такой вот красивый 14 Android. Ну, к этому Android мы к этому еще вернемся. Немножко поговорим о различиях, что работает и какие сейчас уже жалобы есть. Но со своей стороны скажу, что ссылка на прошивку лежит в описании под видео. Пожалуйста, переходим, смотрим. Там есть и краткая инструкция, и еще одно. Через флешку не шейте. Есть моменты, когда люди кирпичили, но это уже такой момент, знаете, там это уже Югус будет разбираться. Самый лучший способ это через кабель. Если не знаете, как шить, то лучше вообще обратитесь к специалистам, либо на форум 4PDA. Там уже вам есть инструкции, объяснят, что и как делать, и что и как устанавливать. Но на текущий момент уже 14 Android есть. Для начала давайте поговорим, что у нас конкретно получит обновление. Югус AM8. Это уже, можно сказать, ветеран, старичок. И прям вот мне нравится этот ТВ-бокс. Он был первый, один из первых на S928X. И 1000 мегабитный LAN, и Wi-Fi 6E. И у него формулы памяти прикольные. Ну, в данном случае сейчас только прошка продается. Простой 4 на 32 я уже не видел. 8 на 68 за $187. Кстати, ссылки на все эти ТВ-боксы лежат в описании под видео. И, конечно же, промокоды. И тут есть еще одна новость. Дело в том, что два ТВ-бокса Югус AM9 и Югус X5M Pro, они получат обновление по воздуху. То есть не нужно морочить себе голову, на них и так уже Android 14, и они получат обновление по воздуху. Дальше, что еще получит? Югус SK1, флагман, 8 на 128. Честно говоря, один из самых интересных ТВ-боксов, именно который я вам показывал, который я, допустим, готов. Я только прошил свой, он пустой, ну, который я использую сам. Смотрите, у меня вот даже коробочка от него есть, смотрите, вот она. Опа, да, тут хромакей чуть подъезд, ну это такое дело. Но это ТВ-бокс, который вот реально я очень люблю. А знаете, для каких методов просмотра? Для не совсем обычных. Но при этом он поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos, пробросы звука, ну именно все в пробросы звука, всей Dolby True HD, DTS HD Master Audio, здесь все работает. При том, что все фирменные фишки Югус вы можете в принципе посмотреть. И пойдете, ну вы в принципе можете использовать все фирменные фишки Югус, которые на него есть. И оригинальный обзор лежит в описании под видео, можете пойти посмотреть. Почему говорю оригинальный обзор можно смотреть? Потому что особой разницы между 11 и 14 вы не заметите. Мы сейчас обговорим, что получится. Югус AM9 это прям вот топ-топ. Тоже Android 14 на AMLogic S905X. И, кстати, у всех вот этих вот ТВ-боксов, конечно же, есть фишки искусственного интеллекта по ИИ апскейлингу, да, и IPQ, да, которые есть там, ну, IPQ есть в 928, а здесь вот ИИ апскейлинг есть до 4К. Пожалуйста, можно апскейлить. При том, что переход на Android 14 улучшил работу и апскейлинга. То есть у нас здесь апскейл разработал лучше. Также вот этот вот у нас есть Югус X5M Pro. Это самый доступный из новых, да, процессоров на Android 14, которые имеют, допустим, там и апскейлинг, да, и саму по себе новую архитектуру. Но AM9 и X5M Pro на текущий момент имеют только лишь HDR10 и HDR10+.
Будут версии с Dolby Vision, сразу говорю, будут. И если они уже есть, и вы смотрите это видео сейчас, то в описании под видео будут ссылки. Если еще нет, то ну уж сильно рано вы туда зашли. SK1 и Yugus AM8 это с Dolby Vision. Действительно получают вторую жизнь, они продолжаются, они развиваются. Я же говорю, это ТВ-боксы, которые будут в наших топах очень и очень долго. Действительно, хорошие ТВ-боксы. Но теперь давайте обговорим, что у нас по этим ТВ-боксам на самом деле будет интересно, отличия какие. Сразу говорю, версия Android сменилась. Все работает достаточно быстро, но это версия прошивки 2.0.1, но не без каких-то мелких детских болячек, которые будут исправлены в ближайшее время. И обычно вот эти все переходы, они тяжелые. Если не готовы терпеть, допустим, там какие-то моменты, то лучше подождать, когда уже появится там 2.0.2 или 2.1.0 или там, ну, короче, следующее. По ходу, которые исправят те косяки, которые понаходили в масс-маркете пользователям. Потому что, ну, допустим, оттестировать на одном телевизоре или на двух телевизорах или там у десятка пользователей это недостаточно. Нужно масс-тестирование. Когда сейчас уже прошивка пошла в массы и уже пошли первые какие-то отзывы, в целом прошивка получилась неплохо. И допустим, тот же самый Yugus это один из тех, кто свои ТВ-боксы апгрейдил с 11 до 14 сразу. Это прям вот практически они единственные. Улучшили работу именно и апскейлинга, улучшили саму по себе картинку. В частности, вам, конечно же, советую отключать этот самый пресловутый шумодав, да, который есть. Там, сейчас мы выйдем. Есть, конечно же, фирменная оболочка Yugus. Ну, давайте, сейчас мы пойдем с вами в преференции. Display and Sound я не переводил, потому что версия переводится сейчас на 19 языков, поэтому будем использовать так. Во-первых, вроде бы появилось декодирование 8К в Dolby Vision. Вот это вот я подтвердить не могу, у меня нет 8К телевизора, напишите, кто уже пробовал, либо у кого это все есть. Суперскейлинг у нас есть. Конечно же, вот этот вот, не то, noise reduction или просто-напросто шум я советую отключать сразу, и тогда у вас будет максимально качественная и красивая картинка, просто по максимуму. Это вы тоже должны понимать, то есть это все работает. Добавили авторан приложений в менюшку и какие-то уже там мелкие улучшения. То есть основное у нас улучшение получается, это просто переход на Android 14. Но есть также и проблемы. Сообщают пользователи про, допустим, там какие-то черные экраны при определенных обстоятельствах до перезагруза. И, в принципе, если пойти, ну, давайте, вот я сейчас включу вам, смотрите, давайте 4PD включим, посмотрим. То последние моменты тут посвящены именно некоторым проблемам. Перед тем, как ставить, я вам советовал бы зайти на 4 PD, ну вот смотрите, есть АТВ-модуль, исправилась работа Vimeo при первом запуске, правда, приставка ушла в ребут, но дальше все хорошо. Потом исправилось изображение интерфейса, пропали артефакты Flex, Eevee там, и других там приложениях, грубо говоря. Не исправился только там какой-то матч, я не знаю, что такое матч, честно говоря, не смотрю. В целом приставка похожа на адекват, то есть это интересно. Я не буду делать обзор отдельной прошивки, я вам объясню. Я подожду обновление, и уже потом мы будем как-то выпускать обзор. Потому что прошивка всегда переход, чтобы вы меня просто не ругали. Я вам говорю, что прошивка появилась, прошивка есть, приставка обновляется, приставка будет развиваться. Я прям советую на текущий момент. Ну и в принципе все ссылки в описании под видео. Переходите, качайте прошивку. Конечно же, можете идти на FOPDA смотреть. Ссылку на тему закинем вам в описании под видео. И дальше уже решать вам. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.